Новейшая разработка компании 360. Понятно, что это сяомитская. Робот-пылесос с технологией скрытого лидара. Первый раз такое встречаю. Всасывание 3300 паскалей, обнаружение препятствий, ковров и не только их, построение 3D-карт, удобное приложение, огромный функционал, русская озвучка в стиле недовольного помощника. Помимо этого всего, он имеет уникальный дизайн, отличные материалы, и это только маленькая часть того, что из себя представляет 360 робот Vacuum Cleaner S10. Перейдем же к обзору. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня обзор, можно сказать, для души. Почему для души? Потому что те, у кого были когда-либо хоть какие-либо пылесосы, роботы-пылесосы, знают насчет шуток «Эй, ты, кожаный», ну вы поняли, и знают, что самое главное в этих девайсах, по большому счету, как и в велосипедах, которые мы иногда покупаем в российском ритейле, это гарантия. И когда у тебя есть авторизованный центр, а у 360 робот он есть, то все становится намного лучше. Чем этот пылесос отличается от других сяомишных радостей? Об этом я, разумеется, расскажу в обзоре, но единственное, вот я уже изначально смотрел спеки, в первую очередь это не подача, потому что подача здесь, как всегда, супер эконом, а то, что лидар спрятан вглубь. В бампере у нас лидар, как вы видите. Выглядит все это дело прям супер-супер-супер привлекательно. Он черный. Насчет глянцевый или нет, мы сейчас увидим. Да, он глянцевый. Напоминаю сразу, что критики будет тоже более чем достаточно. Если брать сам бренд, это один из брендов у сяомитов. Я не буду их все перечислять, но практически все топовые пылесосы от Xiaomi я обозревал. Вы видите, что здесь одна боковая щетка, но это по большому счету не важно. Почему? Потому что уже доказано, что даже с одной щеткой пылесосы более чем хорошо убирают. Опять же, все тесты будут в ролике. Следующий момент. Турбощетка не такая большая, как хотелось бы, но я сходу прямо при вас хотел бы посмотреть на определенную вещь. Первое, очень удобно крепится. Ладно, и второе, можно ли ее разбирать? Нет, я не вижу, как ее разбирать. Первый раз вижу такое крепление, по-моему, нигде еще не встречал. Очень просто. Очень странные металлические крепления, но это как раз, чтобы здесь был лидар. Пылесборник внутри, стандартно. Стандартно у нас щеточка, чтобы чистить турбощетку. Док-станция здесь не с самоочисткой. Самоочистка, вы сами знаете, что стоит все это дело космос, тоже глянец. Здесь у нас можно прятать кабель разборный. То есть здесь у нас два контакта. Здесь у нас, собственно, вилка. Вилка вот такая. Длина больше метра, притом значительно. Если вы смотрите обзор не из Российской Федерации, а, допустим, с UK или из Китая, то все переходники здесь в наличии. Зачем они при продаже РСТ пылесосов, я не знаю. Вдруг решите уехать в отпуск с пылесосом. Сразу вижу, что противоскользящая поверхность. А следующий момент. Вспомнил, кстати, такую штуковину, что у некоторых пылесосов сразу в комплекте шли против воды еще накладки, которые ты клеил к полу. И течет этот или нет, вы увидите в обзоре. Протестирую, расскажу. Здесь тоже, разумеется, есть инструкция. Пол-литра это более чем достойно. Если не будет течь, то совсем молодец, учитывая ценник. Есть руководство, есть гарантийный талон, есть две сменные тряпочки микрофибра. Опять же, захотите что-то протирать, потому что мыть это назвать сложно, то стандартно крепится. Все. Как это все дело снимается? Ну-ка. Просто или не просто? Просто. Странное лицо у меня по одной простой причине, потому что, в принципе, пылесосы данного бренда, как брендов некоторых у Xiaomi, о которых я часто говорю в телеграм-канале для скидок, которые скидываю. В принципе, у меня канал, по-моему, 3 года назад начинался с сяомишного робота-пылесоса, который, к слову, все еще жив, хотя выглядит максимально непотребно, но работает у меня. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Вчера только был розыгрыш, в сообществе указал, кто выиграл. Стрим удален по той причине, что сейчас вообще лучше стримы по мне не проводить. Опять же, это мое субъективное мнение. Поставляется данный робот-пылесос только в черной расцветке. Корпус выполнен из качественного матового пластика. Люблю матовый пластик. Верхняя часть, по ощущениям, также пластик, но глянцевая. Вот это не очень хорошо. Что не так практично, так как
презентабельный вид моментально теряется, особенно если поцарапается. Сборка, как по мне, очень хорошая, ничего не скрипит, не издает лишние звуки, я бы сказал, что она эталонная. Дизайн стандартный для робота-пылесоса, не считая того, что наверху нет башни, в которую обычно помещают лидар. И это хорошо, потому что высота у него, внимание, 85 мм. Вес составляет 3 килограмма 850 граммов, в диаметре он 350 мм. На крышке расположили две многофункциональные кнопки с подсветкой. Кнопка заряда отвечает за возврат на док-станцию, включение точечной уборки. С помощью кнопки включения можно поставить его на паузу и возобновить уборку. И, конечно же, включить-выключить. Далее есть лазерный датчик ТОВ с индикатором. Внутри под крышкой расположили кнопку сброса, индикатор Wi-Fi, щетку для чистки пылесоса, что удобно, так как она всегда под рукой. И последний — это контейнер для пыли на бодрых 500 мл, который легко извлекается и удобно чистится. На торце находится бампер с прорезью для сканирования, передний лазерный датчик, боковые лазерные датчики стены и отверстия для теплоотведения. На дне находится два основных колеса, одно поворотное колесо, съемная боковая щетка, основная щетка, которая, к сожалению, полностью не разбирается, и закрыта она плавающим каркасом. Помимо всего этого есть детектор ковров, два контакта для зарядки и 6 датчиков высоты. С тыльной части расположили электронный резервуар с интеллектуальной трехуровневой подачей воды объемом 520 мл. К слову, за время использования он ни разу не протекал, находясь на док-станции. Вот как раз по этой причине подкладки здесь и нет, как в некоторых xiaomi-шных роботах-пылесосах, которые у меня были на обзоре. Летим дальше. 360 робот Vacuum Cleaner S10 имеет тринокулярные встроенные лидары с стереоскопическим 3D-восприятием домашней обстановки. Два лазера OLS и один LDS. Технология DTOF с частотой дискретизации 2080 точек в секунду и алгоритм SLAM обеспечивает это все точное картографирование помещения. Как по мне, это очень практичное решение скрыть лидары, так как это положительно влияет на работу в сложных доступных местах, к примеру, зона под кроватями или диванами. Ко всему этому теперь не стоит беспокоиться о внешнем лидаре, который может повредиться при столкновении с каким-либо препятствием. Максимальная мощность всасывания 3300 паскалей, в бесшумном режиме 600 паскалей, в стандартном режиме 1000 паскалей, в моющем 1500. Далее, режим чистки ковров в версии 4.0 автоматически определяет эти ковры и глубоко их очищает, во всяком случае по заявлению производителя. Но, конечно же, только с коротким ворсом. К примеру, ковер ворсом 4 см он покорить не сможет. И это хорошо, так как он не запутается боковой щеткой в ворсе ковра, как у меня было уже с другими пылесосами. Максимальная высота препятствия, на которое он может заезжать, 2 см. К этому делу вопросов у меня нет. Он ни разу не застревал у меня на порогах, да и в принципе он уверенно перемещается по квартире. Робот-пылесос поддерживает Wi-Fi только 2,4 ГГц, но до 3 сетей. Почему нет 5 ГГц? Потому что надежнее 2,4, можете почитать по поводу этого довольно много статей. Совместимость с голосовыми помощниками Alexa, Google Home и Clova. Аккумулятор 5000 мАч. Док-станция в размерах не совсем компактная и составляют ее размеры 220 мм на 153 на 100 мм. Время работы в мощном режиме у меня составило 2 часа 10 минут. Помещение 30 квадратных метров он убрал за 36 минут. Прямо идеально. Летим дальше. Приложение 360 робот доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Подключение робота-пылесоса довольно простое и удобное. Сразу же после подключения мне предложили обновить прошивку. На главном экране мы имеем 3 вкладки. Это робот, оповещение и личный кабинет. Во вкладке робот можно увидеть заряд аккумулятора в процентах, состояние датчиков, боковой щетки, фильтра, основной щетки и панелька с быстрым доступом для уборки. Перейдя к настройкам робота-пылесоса, нас встречает карта уборки, и, к слову, он может построить до 10 карт. Карту можно просматривать как в 2D режиме, так и в 3D. Также мы имеем возможность детально настроить его работу под свои задачи. Есть 3 режима уборки: сухая, влажная и 2 в одном. Можно настроить время уборки, установить запретные сектора. Также есть этажное управление, возможность выставить мощность всасывания в 4 режимах. Это тихий, авто, усиленный режим Max. В приложении есть 12 звуковых пакетов, и 2 из них на русском языке. Один стандартный с озвучиванием женским голосом, а второй — это недовольный помощник с озвучиванием мужским голосом, что довольно неплохо разряжает обстановку в доме. Теперь тесты. В максимальном режиме шум от него составляет 55 дБ, в тихом режиме 47 дБ. Как по мне, он довольно тихий, что является несомненным плюсом. Далее, с коврами мы выяснили, что, как и все роботы-пылесосы, он предназначен только для ковров с коротким ворсом. В целом, его мощности хватает убрать мусор с ковра с коротким ворсом, возможно, не за один подход, но за 2 точно. С крупой дела обстоят лучше, чем я думал. Он хоть и разбрасывает ее, но по минимуму относительно других роботов-пылесосов. Лично у меня он справляется лучше. Шерсть собирает хорошо, на основную щетку, конечно же, приходится постоянно чистить.
очистить от этой шерсти. Предметы не двигает, например, тапки остались на своем месте после уборки. Датчик высоты срабатывает хорошо, упасть со ступенек он вряд ли сможет. Протирка полов, конечно, удобная функция. Да, он неплохо справляется с тем, чтобы убрать разлитое кофе, к примеру, но более сложную грязь он уже не в состоянии убрать, только если вы будете в режим повторной очистки включать. Но это тоже какие-то все равно действия с вашей стороны. Из минусов я выделю не полностью разборную турбощетку, глянцевую поверхность верхнюю, которую нужно постоянно протирать, так как она моментально загрязняется. Ну и ценник, но ценник опять же на Алиэкспрессе довольно злой. А цену по ссылке в описании к видео вы можете посмотреть в нашем ритейле. Я еще раз повторяюсь, что последний месяц я туда советую вам иногда заглядывать. Поэтому смотрим по ссылке в описании к видео на девайс, оцениваем, насколько он вам нужен. И помним, что роботы-пылесосы, любые от Xiaomi, это очень хороший помощник. Резюмирую, однозначно этот робот-пылесос хороший выбор, так как плюсов в нем больше, чем минусов. Отсутствие башни сверху уже делает его топовым, так как ему доступны места, которые роботы-пылесосы с лидаром на верхней части корпуса физически не смогли бы попасть туда. К этому еще добавим большой функционал, удобное приложение, русскую озвучку, большой резервуар для воды, большую мощность, при этом он довольно тихий для этой мощности. Он спокойно справляется с шерстью домашних животных, имеет хорошую автономность, он невысокий и за время использования никаких проблем в его работе или приложении я не обнаружил, что является довольно приличной редкостью. В принципе, девайс допилили. Еще раз повторяюсь, вся эта линейка xiaomi'ских пылесосов, она вся топовая, 360, ничуть не исключение, особенно когда это прям флагман среди пылесосов. Понятно, что здесь нет док-станции для самоочистки, но, во-первых, я к ним скептически отношусь, а во-вторых, тогда бы ценник был, наверное, в 2 раза дороже вот сейчас. В рублевом эквиваленте, повторяюсь, он довольно адекватен. Если вам интересны девайсы из Китая, кстати, по Алиэкспрессу подписывайтесь на телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии, там я описываю, каким образом покупать реально дешевле, неважно что. И второй момент, это телеграм-канал взаимопомощи, буду всем там рад, там больше 7000 человек, и я там постю специальный контент, допустим, мифы и реальность. Уже 4 выпуска было, я думаю, вам будет интересен мой блогерский опыт. Он у меня большой. Девайсу однозначное да, подписывайтесь с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.